Всем привет! В данном ролике рассмотрим, как же проверить лодку ПВХ перед покупкой на предмет ровности ее геометрии. Данный ролик не несет цели унизить достоинство лодки конкретной торговой марки. У всех производителей бывает брак, а задача покупателя этот брак выявить и вовремя вернуть лодку продавцу. Друзья, всем привет! Решил тут прикупить лодочку. Все бы ничего, но радость была недолгой. Потому что, если посмотреть на транец внимательно смотрим на транец, и что-то здесь уже не то. Сразу просятся вопросы. Сначала мне показалось, что у меня проблемы с глазами. Покупал ее без сборки, с условием, что я проверю ее дома. Ну, в общем, лодку накачал. Так вроде все нормально на первый взгляд. Но мы видим, что у нас с трансом происходит. Сейчас мы произведем замеры диагонали лодки. Мы видим, что и пластина как-то немножко не по-человечески вклеена. Но здесь даже невооруженным глазом видно, что транец вклеен криво. Поэтому, если у вас возникают сомнения при покупке лодки в ее ровности, просто берем рулетку и меряем, соответственно, диагонали транса, от транса диагонали от баллонов. Они должны быть плюс-минус там, ну, может погрешность быть в районе сантиметра. Если все больше, то уже, соответственно, лодку надо сдавать. Что я сделал? Соответственно, я на носу рулетки отметил точку, центр лодки. У меня здесь несколько есть точек. Понятно, что здесь может быть погрешность, да? Но если транец клеен более-менее ровно, большой разницы не будет. Там 5, ну, до сантиметра, если будет разница, то это, соответственно, никакой сильной проблемы в этом нет. И меряем до центра, до нашей точки. 252. Меряем здесь. Так. А здесь получается, ну, 250 с половиной. 1,5 сантиметра получается у нас разница. Держишь? Да. Вот мы видим до оси концевика примерно, ну, 115 примерно. Так. А здесь где-то в этой же точке, ну, 111 с половиной, 112. То есть здесь вообще еще больше разброс. Отсюда мы можем сделать вывод, что лодка, ну, или лодка сама, или транец, а здесь скорее транец. Транец вклеен криво. Соответственно, данную лодку я буду сдавать. Ну, я думаю, не стоит ее оставлять и ездить на такой кривой лодке. Магия монтажа и транец ровный. Но этого нам мало. Нужно убедиться в том, что лодка реально ровная. Сейчас мы возьмем рулетку. Опять померяем диагональ от этой точки до концевика. От этой точки, от такой же симметрично до концевика. И также померяем расстояние от воображаемого центра лодки на носу до углов транса по диагонали. По вот этой длине может быть погрешность, потому что очень точно нос мне там не вымерить. Но погрешность должна быть в районе сантиметра, это максимум. Здесь расстояние меньше, соответственно, здесь погрешность должна быть меньше. Вот. На прошлой лодке у меня здесь была порядка там 3 сантиметров разница вот по этой диагонали и по этой диагонали. Здесь была разница поменьше, но тоже в районе, вот эта диагональ была в районе 2,5 сантиметров. Так, сейчас мерим диагональ по трансу. Вот сначала здесь цепляем и мерим до конуса концевика баллона. Примерно 113 сантиметров. Так, сейчас мы переходим вот на этот конус. Мерить можно от любой точки, самое главное, чтобы одинаково держать рулетку. Так, мы видим, что
Тоже 113. Ну, там, если погрешность есть, она очень небольшая. До сантиметра. Напомню, на прошлой лодке разница была порядка 3 сантиметров. Вот по этим диагоналям разница была порядка 3 сантиметров. На этой разница, если есть, то она еле-еле-еле уловима. Сейчас мы попробуем померить те диагонали. Так, ну, на самом деле, если здесь все нормально, то там уже не обязательно мерить. Но на всякий случай померим сейчас оттуда. К краю транса. И ведем, у меня есть воображаемая точка по центру лодки. Так, мы видим 250, ну, 250, считай. 250. Цепляем в этой же точке, но с другой стороны. Так, здесь у нас где-то 250, ну, разница в 9 миллиметров, 250,9. А, нет, даже 250 с половиной. Разница в 5 миллиметров. Учитывая, что очень точно бы этот центр нам сложно поймать, то пускай. В общем, какой можно сделать вывод? Данная лодочка ровная, так как конструкция надувная, ее ровнее ее сделать практически невозможно. Меряем именно диагонали, потому что та лодка, в прошлой лодке я мерил расстояние от транса до конуса, и здесь от транса до конуса расстояние было одинаковое. То же самое я мерил от этого транса. Это расстояние до носа и это расстояние до носа, оно тоже было одинаковое. Но лодка была кривая, если мерить по диагонали. Здесь самое главное померить диагональ. Так, все, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Увидимся в новых роликах.